Всем привет, с вами Аня Брошка, и вы на канале Fox on Fun. Сегодня с вами мы будем делать вот такой сет классных ярких летних браслетов. И сейчас я расскажу, какие материалы нам понадобятся. Это два цвета вощеных шнура, я их заказывала в магазине BB Craft. Затем бусины розового кварца и одна бусинка обычного белого кварца, тоже заказывала в магазине BB Craft. Коннектор можно выбрать любой, который вам понравится. Проставочные бусинки в районе 4 миллиметров. Затем зажигалочка для опаливания кончиков, клей любой, который у вас есть под рукой, тоже для кончиков, чтобы они не махрились, ножнички и планшет с зажимами, либо картонка. Ну что, приступаем к работе. Для первого браслета нам понадобится два цвета шнура. Это розовый будет и белый. И коннектор какой-нибудь выберу из этих. Значит, получается, мы отрезаем 3 отреза по 50 сантиметров розовых и 2 отреза по 35 сантиметров белых и 2 отреза по 35 сантиметров розового шнура. Затем я покажу, какой для чего нам надо будет использовать. Берем 2 отреза шнура по 50 сантиметров, коннектор, и проводим наш шнур в коннектор. И затем проходим в петельку. Вот получается таким образом. Прикрепляем наши шнуры на планшете, либо на картонке. Вот таким образом канцелярскими зажимами я зажимаю. Затем берем два отреза. Один розовый 35 сантиметров и белый 35 сантиметров. И затем складываем их, оставляя буквально здесь по несколько сантиметров хвостики вот такие. И вот здесь таким образом. И затем закрепляем их на шнуре. Берем один, продеваем через хвостик. Вот вставляем как бы в эту петельку. И затем вот эти хвостики продеваем в другом шнуре. Протягиваем их как бы отсюда. И у нас получается вот такая вот петелька. Все, можно потом хвостики эти вот так подтянуть, чтобы они были покороче, потому что мы их все равно потом будем обрабатывать. Ну и все, и начинаем наше плетение. Значит, с одной стороны у нас получается белый шнур, с другой стороны у нас получается розовый шнур. И начинаем плести. Значит, закидываем белый шнур на два розовых, берем розовый, и как бы он лежит поверх белого, а кончик мы протягиваем под двумя розовыми и белым шнуром. Затягиваем. Затем проделываем то же самое с другой стороны. Белый, сверху розовый, под 3 шнура. Затягиваем. Белый, розовый, под 3 шнура. Затягиваем. И таким образом плетем то количество, которое нам надо. Ну, то есть ту длину, которая нам нужна для браслета. Я посчитала. Мне надо примерно с каждой стороны, так как у нас посередине получается коннектор, то здесь мне надо проплести, если у меня рука, например, 15 сантиметров, минус 2 сантиметра коннектор, это получается 13, разделить на 2 с каждой стороны, это примерно по 6 сантиметров. Ну и плюс будем учитывать, что еще у нас будет замочек. На замочек оставляем где-то примерно по 1,5-2 сантиметра, как кому нравится. Можно замочек делать более длинный, можно более короткий. Если мы забыли, с какой стороны нам надо закидывать наш шнур, у нас есть хороший ориентир. Вот, с какой стороны выступает вот эта вот ниточка, с той стороны мы как бы закидываем наш шнурик поверх. И тут уже снизу протягиваем. Вот, теперь здесь он с этой стороны. То же самое проделываем. Таким образом я сейчас проплету нужную мне длину. Проплела я до конца. Уже, в принципе, длины этой мне хватает, и кончики у меня закончились, то есть нить. И теперь нам надо обработать наши кончики. Снимаем наше плетение, берем зажигалочку, подрезаем кончик и таким образом запаиваем наши кончики. То же самое проделываем с этой стороны. Так, и снизу.
Вот получилось вот такое аккуратное плетение. Теперь мы зажимаем с другой стороны наш браслет. Берем опять же 2 отреза по 35 сантиметров и проделываем все то же самое. Продеваем в петельку, а здесь выводим хвостики. Подтягиваем и начинаем плести. Все то же самое. Сверху белая ниточка, розовую протягиваем под двумя. Сверху белая, вернее под тремя. Розовую протягиваем под тремя. И продолжаем плести такое же расстояние, как и с этой стороны. Получился вот такой классный двухцветный браслет. С этой стороны, наоборот, посерединке здесь розовая нить и сбоку белая. С этой стороны наоборот. Я буду оставлять, чтобы здесь была белая, здесь розовая, поэтому буду складывать вот таким образом. Ну, у меня как бы коннектор двусторонний, поэтому я могу себе выбрать сторону. А если коннектор как бы с одной стороной, то это надо уже предусмотреть заранее. Затем, чтобы сделать замочек, мы вот таким образом складываем наш браслетик и закрепляем чем-нибудь. С одной стороны я, наверное, закреплю зажимом. Таким образом. Ну и с другой стороны тоже. Вот так. Затем беру еще один шнур, который у нас длиной 50 сантиметров. Завязываю узелок. И делаю такое же плетение. Но уже продеваем одну ниточку, закидываем поверх 4 этих, а эту продеваем уже под 5 нитями вторую. Так, здесь не очень удобно получается. Значит, закидываем. Таким образом продеваем, аккуратненько подтягиваем. И с другой стороны. И проплетаем необходимый размер замочка. Затем, когда мы сплели уже там какую-то часть замка, мы можем примерить либо на руку, либо там примерно на планшет. То есть здесь в любом случае ширина регулируется. Поэтому вот если у меня, например, 14, вот я примеряю, все отлично. Значит, больше мне замочек можно и не плести. Если мне надо будет сделать там на больший размер, то, в принципе, вот тут все двигается и можно подрегулировать. Ну, давайте еще последний сделаем виток, так сказать. Оп. И все. Срезаем наши кончики. Если мы делаем браслет, вернее, замок не такой длины, можно нам отрезать шнур не 50 сантиметров, там, а чуть поменьше. То есть примерно, если я уже знаю, что у меня будет небольшой, там, в районе 1 сантиметра, то, возможно, достаточно будет и 30 сантиметров, чтобы был меньше расход шнура, потому что вот такие вот кончики у меня остались. Так, замочек наш готов. Теперь нам остается сделать красивыми кончики. Значит, я возьму бусинки, они такие в районе 4 миллиметров, одену на кончики шнура. Затем посмотрю, какой длины мне нужны вот эти вот окончания. В принципе, мне кажется, ну вот где-то вот такой длины, наверное, будет достаточно. Обрезаем лишнее. Можно завязать на конце узелок, а можно тоже запаять, сделать такой, как шапочку такую небольшую. Теперь проверяем. Ну все, вот наши бусинки уже никуда не денутся. И то же самое я сейчас проделаю с другой стороны. Вот такой классный, стильный летний браслет у нас получился. Так, сейчас я его одену на руку.
Затянем. И вот так классно он смотрится. Можно выбрать любой коннектор на любой цвет и вкус и разные, естественно, ниточки подобрать, вернее шнуры. Ну и теперь переходим к следующему браслету. Техника плетения будет точно такая же, но туда мы еще добавим бусины. Что нам понадобится для нашего браслета? Это вощеный шнур. Я выбрала вот такой розовый красивый цвет, летний. Значит, вощеного шнура нам надо будет отрезать. Два отреза по 30 сантиметров для основной нити, плюс 140 сантиметров это для самого плетения и 50 сантиметров для замочка. Ну и бусинки. Бусины у меня в районе 4 сантиметров. О, миллиметров. Такие вот бусинки. Затем зажимчики, ножнички, зажигалка для опаливания кончиков и хорошее настроение. Ну что, погнали. Берем нашу нить, складываем ее пополам и примерно вот где серединка я чем-нибудь зажимаю, чтобы видеть, где серединка. Затем зажимаю на планшет, чтобы видеть, что вот середина моего плетения где-то здесь как раз будет посередине планшета. И уже зажимаю. Зажимаю канцелярскими зажимами просто. И вот таким образом у меня держится. То есть я знаю, что здесь середина. Если у меня браслет должен быть, вот у меня запястье, например, 15 сантиметров, значит минус 2 сантиметра мы где-то оставляем или 1,5 на замочек. Это получается 13. То есть вот от серединки мне надо будет провязать где-то по 6,5 сантиметров. То есть начало мое вот где-то вот здесь начнется, чтобы у меня потом хвостиков вот этих хватило на зажим. Затем беру длинный кусочек. Ну и как я уже сказала, вот если примерно где-то 6,5, вот здесь будет начало моего вязания. И завязываю здесь самый обыкновенный узелок. И чтобы кончики наши были, соответственно, ровные. Завязали узелочек, и, в принципе, можно зажим как бы снять. Затем нам надо на наши вот эти вот хвостики нанизать бусины. Я буду использовать вот такие вот бусинки. Если кончик толстый, либо он потом в любом случае начнет махриться, для того, чтобы он не махрился, его мы опускаем в клей. Я нашла, такой клей у меня есть. Можно использовать любой, в принципе. Просто я опускаю хвостик туда. Где-нибудь там на сантиметр. Так разглаживаю, чтобы сформировать этот кончик. То же самое проделываю со вторым. Разглаживаю. Ну и все. Сейчас буквально пару минут клей схватится. Наши кончики будут такие более плотные, густые. Можно даже будет подрезать, чтобы было удобнее. И все. И мы можем спокойно нанизывать наши бусинки. Я нанижу пока что по 15 бусин с каждой стороны. Вот, видите, все спокойно нанизывается. Сейчас я нанижу и вернусь. Все, нанизала я по 15 бусинок. Если будет мало, я потом просто добавлю. На конце завязала вот такой как бы небольшой узелок для того, чтобы бусины не слетали. Это чисто для удобства. Затем можно уже убирать вот эту вот нашу среднюю часть. И я хочу, чтобы бусинки у меня начинались не сразу, а как бы проплести небольшое количество там, где-то вот так вот, просто плетение как бы сделать. Значит, начинаем наше плетение. Закидываем первую вот эту вот нить над нашими двумя нитками основными. Затем берем вот эту вторую и продеваем под всеми тремя ниточками. Сначала это будет делать, конечно, не очень удобно, потому что так бусинки наши спустим вниз, чтобы они нам не мешали. И затягиваем. Затем то же самое проделываем с другой стороны. Закидываем нашу ниточку сверху и второй ниточкой притягиваем под всеми тремя нитками. Так, опять же бусинки убираем, пока что они нам не нужны. Так, опять то же самое проделываем. С другой стороны. Вот здесь получаются такие, как выступы. То есть вот эту вот нитку мы должны закинуть с той стороны, где у нас есть вот этот выступ. Так мы ориентируемся. Так.
И последний раз. То есть вот тут раз, два, три. И с этой стороны я сделаю раз, два, три. Вот таких вот. Ну, как бы этого плетения без бусин пока что. Так. Нет, неправильно. Закидываем там, где вот есть выступ, с этой стороны закидываем. Плетаем под всеми. Да, вот, все верно. Получается раз, два, три. И здесь раз, два, три для симметрии. Теперь начинаем придвигать наши бусинки. Плетение точно такое же, только с бусинами. С одной стороны и с другой стороны придвигаем. Делаем то же самое. Если ниточка у нас с этой стороны, закидываем с этой стороны. И делаем то же самое, только с другой стороны. И красивенько вот так укладываем наши бусинки. Все, бусинки наши легли. Делаем то же самое. Придвигаем по бусине. Опять же, видим, что вот тут вот эта ниточка с этой стороны. Значит, первую закидываем наверх вот эту нить. Провязываем. С этой стороны и с этой. Провязали. И опять придвигаем наши бусинки. Так, опять с этой стороны закидываем. Провязываем. И как бы завершаем наш узелок тоже с этой, с другой, вернее, стороны. И подтягиваем аккуратненько. Чтобы бусинки все лежали ровно. Вот таким образом получается. Ну, еще одну бусину покажу. Значит, подвигаем наши бусинки. Там, где вот эта вот ниточка, закидываем сверху. И под 3 протягиваем. И затем то же самое проделываем с другой стороны. Таким же образом. Все, дальше я проплету и уже вернусь, когда будет связан у меня весь браслетик. Так, значит, вот доплела я уже до сих пор. Получается, 15 бусинок мне не хватило. И я добавила еще 6. Того у меня получилось 21. Значит, получается вот с этим замочком 12. И еще я проплету вот такие же 3 ряда. В принципе, если вы там где-то сдвинулись или еще что-то, вот таким образом можно аккуратненько подвинуть свое плетение. То есть, если где-то серединка у нас уехала там или еще как-то, то мы аккуратненько можем это все двигать по нашим основным ниточкам. Значит, заканчиваю. Уже туго подплела. Мне кажется, классно получилось. Мне нравится. Можно использовать нить любого цвета. Можно комбинировать там что-то. Можно бусины, например, делать там какого-то другого цвета. Ну, у меня своя задумка, поэтому я делаю так. Ну и, в принципе, все. Раз, два, три. Раз, два, три. Получается у нас... Ну, вот 13 сантиметров, как мне и надо было. Плюс 2 сантиметра замочек будет еще. И, ну, это все будет подвижно, и, в принципе, можно будет регулировать. Значит, сейчас мы снимаем нашу конструкцию. И теперь нам надо вот эти вот наши кончики обрезать. Так, где-то у меня тут зажигалочка. Берем ножнички острые, обрезаем, аккуратно поджигаем. И
вот этой стороной вот так запаиваем наш кончик. Вот аккуратненько. И видите, как ниточка, так, убежала я, ниточка расплавилась, и она осталась розового цвета, что классно, потому что вот на прошлых моих браслетах она у меня становилась такая темная. Так, хорошо ли я сфокусировалась? Обрезаю, поджигаю аккуратненько. И вот этой стороной, которая металлическая, запаиваем. Ну вот, вот так получился у нас красивенький браслетик. Можно его немножко, если надо, либо вот так как бы сдвинуть эти бусинки. Сейчас он пока только что это все сплетено, такое немного, ну как сказать, деревянненький, но потом все сядет по ручке и все будет отлично. Так, теперь нам осталось сделать наш замочек. Для замочка вот эти вот кончики мы вот так аккуратненько выкладываем и тоже чем-нибудь, ну, как бы зажимаем. Вот с одной стороны я зажала зажимчиком, с другой стороны заколочкой. Можно тоже зажимом, но у меня такого второго нету, поэтому вот таким образом зажимаю. Так, съехало у меня это все. Вот, зажимаем. Берем еще одну ниточку, тоже складываем пополам. Ну и, в принципе, проделываем все то же самое, что у нас было в прошлый раз. Завязываем узелок, чтобы ровные были кончики у нас с двух сторон. Так, вроде бы ровно у меня все получилось. Завязываем. И тоже начинаем плетение. Только уже перекидываем, получается, первую нить закидываем на эти 4 нитки, вторую проводим под всеми уже, получается, 5 ниточками. Сначала не очень удобно, потому что все есть. Но... Так, тем с другой стороны. Можно приспособиться это делать там на какой-нибудь либо коробочке, либо на чем-нибудь. Но мне как-то удобнее, наверное, на весу. Так. Ну и продолжаем наше плетение. Я проплела буквально вот такой небольшой кусочек. И потом можно либо на руку примерить, либо там вот на планшет. Вот я вижу, что, в принципе, вот можно либо остановиться, ну, чтобы вот не было вот этих вот, как это сказать, пробелов, я еще проплету. Мне нравится, когда вот идет как бы от и до. Но здесь уже в зависимости от того, там, на какую ручку вы делаете. То есть в любом случае можно делать там стандартно на какой-то определенный размер, предположим, там 14 или там 15. Ну, в зависимости, если это там не под заказ. А потом уже, ну, как бы из-за того, что это регулируемый все-таки браслет, это все можно отрегулировать. Подвигаем. Уже когда плетение какое-то вот здесь замочка это проплетено, уже дальше плести, в принципе, легко. Ну, в плане того, что удобнее, чем сразу. Можно зажимы снять, и уже как бы мы вот так доплетаем до того размера, который нам нужен. Еще раз проплели. Еще раз можно примерить вот таким образом, поджать. Ну вот, на 14 сантиметров уже, в принципе, размер у нас готов. То есть вот рука у меня, по-моему, не 15, я говорила, наверное, 14. Ну, можно вот для как бы своего успокоения еще проплести пару. Сделать вот таких рядочков. Ну и в принципе все. Я думаю, что можно остановиться. И тем же способом, где моя зажигалочка, зажигалочка, ножнички, точно так же мы срезаем ниточку. Кстати, с этой нитью мне ну, вот, понравилось работать. Она, еще раз говорю, плюс большой в том, что вот эти вот кончики, они остаются того же цвета, которого и сама нить. То есть вот в прошлом моем браслете, который я делала, я когда вот так вот опаливала, они становились черные. Ну и то есть вот, например, если светлые браслеты, тут были бы черные такие, ну как сказать, точки, было бы не очень красиво. А так, в принципе, все очень аккуратненько. Ну вот,
И осталось у нас обработать кончики. Можно сделать их, завязать как одеть бусинку и завязать узелочек, например. Можно по отдельности, можно вместе. Сейчас я подумаю, если у меня пройдет бусинка в 2 нитки, то я, наверное, сделаю... Вернее, 2 нитки пройдет бусину, то я, наверное, сделаю, ну, как бы в 2. Сейчас я посмотрю и покажу вам. Ну, 2 шнура не прошло у меня в бусину, поэтому я решила сделать вот таким образом. На каждый шнурик по бусинке. Значит, одеваем бусинки, а затем, чтобы они не слетали, можно завязать узелок, но я узелок не завязывала, а делала тоже вот таким припаиваем, делаем такую как шляпку от грибочка. И все, наша бусинка уже никуда не сбежит. Маленькую шляпку я сделала. Вот такой классный браслет регулируемый получился. Если вот эти кончики получаются длинные там или мешают, то в принципе можно их подрезать и сделать уже как удобно. Ну, когда вот так вот интересно болтается, тоже классно получилось. Ну, мне понравился этот браслет. Ну и последний браслет, третий, который мы сегодня будем делать. Куда же без наших любимых камушков. Это будет розовый кварц из магазина BabyCraft. Одна бусина белого кварца, розовая нить. Я отрезала где-то 25-27 сантиметров. Вы уже смотрите, какой размер вам надо по руке. То есть примерно меряем запястье и оставляем для кончиков. И еще один такой же отрез нам надо будет для замочка. Тоже в районе 25 сантиметров. Затем вот такие вот бусинки. И я буду делать так, чтобы вот эта бусина белого кварца у меня была посередине. И буду чередовать. Одна бусинка такая, розовая, затем, вернее, такая, розовый кварц, затем опять розовый. Ну и посерединке у меня получится вот этот белый кварц. Значит, я прикинула, что мне надо будет где-то использовать, наверное, в районе 7 бусин розового кварца с одной стороны. Ну и, соответственно, вот эти будут как проставочки. Набираем наши бусинки. Вот я набрала по 6 бусинок розового кварца с каждой стороны. Затем примеряем. Это можно сделать либо на запястье, либо на планшет. Опять же смотрим. Ну, примерно меня все устраивает. Здесь я ничего мудрить не буду, просто завяжу узелки. Так. Подтягиваем сюда плотненько. Ой. И точно так же завязываем узелок с этой стороны. Таким образом получается. И вот здесь мы уже делаем замочек, как и в предыдущих браслетах. В этом браслете я оформила кончики точно так же, как и в предыдущих. Вот такие 3 классные летние браслета у меня получились. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Аня Брошка. Пока-пока.